произошла адская. Я забыл этих ребят в машине. Это вообще все. Это плохо, это очень плохо. Друг мой, поверь в сказку, ведь сказки иногда становятся реальностью. В предыдущей серии все страдает, тело страдает, голова страдает. Поэтому я решил поехать колесить по миру, куда глаза глядят. С утра в Исландии, конечно, вообще дубак. Ну, погодка, конечно, так себе. Мне пришлось где-то полчаса потратить, чтобы упихать такой огромный объем вещей в такую маленькую сумку. Кстати, вчера еще заметил это место, так и не успел проверить. Давайте глянем. Пустой, пустой, пустой. Мне, походу, не повезло. Чаечек. Вот, смотрите, кто-то оставил свои хлопья. Я думаю, что это будет офигительный просто завтрак. Реально круто. Это карта всей Исландии. Мне нужно добраться сегодня вот до сюда. Здесь нету особо никаких дорог. Прямо в район вот этих вот гор. Дальше я пойду 100 километров через ледник. Какой-то просто сумасшедший план. То есть прикиньте, да? А это мне нужно пройти. Вышел в путь. Блин, здесь офигенный днем, ребят, реально. Смотрите. Такие одноэтажные домики, прям как в фильмах. А вообще, этим местом я вдохновился после просмотра фильма «Невероятная история Уолтера Митти». Мне нужно сделать сейчас две вещи. Первое — это найти газ, а второе — нужно купить немножечко продуктов. Но вообще, как мне говорили, обычно газ встречается на заправках. Ну да, вот в целом тут он и продается. Грубо говоря, 2000 местных. Маленькая информационная справочка. Но вообще газ нужен для того, чтобы готовить в горах. Не разжигая костра, горяченького ведь тоже хочется. Готовится это все на горелке. Горелка у меня есть. Я вам ее в первом выпуске показывал. Ну а газ тоже скоро будет. Hello? That's all. 1795. Mm-hmm. You like to sing? No? Thank you. Have a nice day. Thank you. Так, круто. Теперь я посвящу вас в самый дешевый магазин Исландии. Называется он «Бонус». Честно скажу, я не знаю, насколько это дешево здесь и что значит вообще дешево здесь. Тут, в принципе, все стоит дофига, но для сравнения это типа местный Ашан. Чуваки, походу меня жестко наебали. Тут ровно такой же газ, ровно с тем же объемом, но стоит всего лишь 498. Я опять остался без потенциальных продуктов. Чуваки, смотрите, какая огромная просто батонища хлеба. Килограмм. Короче, я так понял, то, что самые дешевые продукты тут с этикеткой бонус, поэтому буду набирать что-то типа того. О, макарон много не бывает, пачек 6 я возьму точно. Здесь продается куча бананов. Они просто все зеленые. Им сейчас спеть и спеть. И вот здесь есть такая корзинка, куда они складывают уже испортившийся продукт. Их можно просто взять реально за копейки. И только вот такие бананы обладают хоть какими-то полезными качествами. Эта штука называется chickpeas. Звучит как куриные частички, но на самом деле это нут. Возможно, странная штука. Вообще в нуте самое большое содержание белка из всего вообще растительного, что только существует. То есть, беря вот эту штуку, я могу, в принципе, заменить себе мясо. Ну, в какой-то степени. Вся моя еда. Ну вот взгляните визуально. Потратил знаете сколько? Потратил более половины своего бюджета. С горем пополам уместил все свои манатки. 2 маленьких рюкзака. А сейчас мы заценим местные перегнившие бананы. Ну вот неужели это перегнивший банан? Ну вы что, серьезно? Это прекрасный, спелый, идеальный банан, который вот можно есть и получать удовольствие. Охеренный банан. Hey, I'm going to land Manalaugar. Yeah, I can take you to Volkswagen. Okay. Or you wait for somebody else. You can choose. I think cool, yeah? Yeah. The
Короче говоря, в очередной раз не понимаю, куда я еду. Мне назвали какое-то название какого-то города или населенного пункта. И это вообще ничего не сказала, но раз чувак сказал мне запрыгивай, погнали, то, наверное, это примерно туда, куда мне нужно. Дорога номер 1, которая идет вот вокруг Исландии по контуру, осталась позади. Я сейчас двигаю вон туда. Как вы видите, все просто машины едут дальше. Сюда особо никто не поворачивает. Смотрите, какие здесь сложные просто развязки, развилки. Какой-то четкой трассы нету. Блин, надеюсь, что все будет хорошо. Судя по всему, меня ожидается пополнение. Сейчас только вон та машина привезла вот этих вот девочек, и они идут прямо ко мне. Действительно, они махают мне рукой, видимо, мы по-любому поедем вместе. Думаете, это так просто, девчонки? Нет, это вообще не так просто. Это просто нереально. Why not? Reckoning to get my head to win some, learn some, but I won't hesitate no more. Могут, девчонки, могут, да? Наконец-то сдвинулся хоть с какого-то места. Наверное, часа 2 мы там стояли. Девчонки поняли, что в этом нет никакого смысла, решили уйти. Пошли вперед, мы разделились. В итоге меня сейчас подобрал чувак. Он едет всего лишь 5 километров. Ну, в какую-то там, видимо, деревушку. Но мне не важно, я просто решил хоть чуть-чуть сдвинуться с места. Еще там очень было холодно стоять, постоянно был ветер. А сейчас мы едем в машине. Тепло, блин, хорошо. Я понимаю, что это ненадолго, но хоть сколько-нибудь да в тепле. А вот и девчонки. Вот они, вот они. Ух, блин, куда же я приехал? Ну хоть куда-нибудь, потому что я так уже устал там стоять. Ничего не происходит. Сейчас хоть что-то произошло. Да, выглядит, конечно, это не так удобно, как там. Смотрите, какая прикольная штука растет. Это похоже на... Блин, это какой-то пух. Are you worried that we are on the road? Короче, просто шел по дороге, вот, остановился чувак, а тут, в общем, те девчонки, которых я только что проехал. Это супер забавно. Но это в целом нормальная ситуация, когда вот ты едешь, типа, по какой-то дороге, где очень мало людей, очень мало машин, очень мало всего. Так постоянно случается, то, что тебя где-то выбрасывают раньше, ты идешь, потом вы так меняетесь. Ну, короче, это такая вот, типа, лесенка постоянно происходит. Hey, girls. Hey. Они согласны. How long have you guys been in Iceland? That's the second day. Second day. Yeah. A new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities. Нас закинуло просто в какую-то прям марсианскую херню. Ничего нету. Thank you. Alright, thank you and have a nice trip. Yeah. What's the fuck, girls? Why are we on the Mars? Там какой-то грозовой, блин, тучной фронт идет. Смотри, давайте прочекаем вообще. Что это за дорога? Дорога вообще адская просто. Ну тут типа нету дороги, то есть это просто какая-то накатанная гравия. Собственно, как мы будем ехать? Free, I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need to call. We're going just to turn here. Let's go. No. I'm sorry. Да, я, конечно, понимаю, что в такой ситуации никто никому ничего не обязан, но почему бы просто не провести буквально чуть-чуть уставших путников по горам, если у тебя есть тачка и место? Не понимаю, ребят. I'm yours. Блин, ребят, вот несмотря ни на что, какая же здесь все-таки красота вокруг. Идем уже 3 часа, машины бывают буквально там раз в полчаса, и все полные, либо не останавливаются. В общем, такая вот байда. На самом деле мы уже потеряли надежду на то, что нас кто-то сегодня подберет. Поэтому мы решили добраться до места, где есть река, для того, чтобы можно было попить, покушать и так далее. Вот, посмотрели на карту и поняли то, что до туда топать часа 3 минимум через горы. Мне, конечно, это очень сильно опечалило, но ничего не остается делать, ибо жить хочется, а без воды, как знаете, долго не проживешь. Ух, ребят, нам необычайно повезло. This way. And this girl with us, yes. She decided to cut the road.
просто кайф. Классная тачка, много места, не нужно идти, хрен знает сколько в гору. Блин, это просто удовольствие. Бай-бай! Ой, смотрите, я думаю, что она офигела в этот момент. See some happy faces. Why did you decide to cut the road? It was faster. Didn't you see me? I was in there for no time. We will not talk about you, we'll go without you. Просто, ребят, этот человек нас спас, ну вот реально. Вот если бы не он, то я не знаю, что было. Веселос. На здоровье. Вот. Это лава. Вот в том месте она остановилась. Так, ребятки, сейчас мы, короче, на нашей огромной тачуре поедем через реку, просто через настоящую, мать его, реку. Я не знаю, чем это закончится. Наш багаж валяется, блин, в каком-то прицепе, и, блин, если он вылет, он просто уплывет. Девчонки волнуются за багаж. Багаж still Yeah. It's still there, yeah. Походу все осталось там, где оно должно было остаться. Представляю, если бы мы шли пешком, как бы мы охренели через нее переходить голыми ногами. Но мы приехали в какое-то очень милое место. Здесь речка, здесь люди, здесь крутое солнышко и все зеленое. Блин, мне очень нравится. Я думаю, что здесь останусь на ночь, чтобы просто отдохнуть и насладиться всем этим. Thank you very much. Thank you. Не бывает такого, что может быть так красиво. Вообще общался с людьми, они мне говорят то, что в Исландии 3 месяца вообще не было ни одного солнечного дня. И вот со вчерашнего дня они начались, вот ровно с того дня, когда я прилетел. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Просыпайся. It's a new dawn, it's a new day. Сегодня будет не хуже. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. Так вот вставать и вылезать из спальника, это похоже на то, как вот заводить машину зимой. Очень тяжело, она не заводится и вообще не хочет работать. Вот так же и здесь. Хочется вот так вот лежать в этом коконе и не вылезать. Вот и нашли мы этот хейлер. Сейчас туда зайдем и посмотрим, что же он из себя представляет. Разве это пещера? Это просто какая-то выбоина в скале, где австралопитеки поставили каменные столики и положили бревна, чтобы сидеть у костра. По-моему, люди, которые назвали это место пещерой, сильно преувеличили ее значимость. Не успел я пройти километр, как меня подобрал чувак, прям прямиком туда, куда мне нужно. Are you working here, yeah? I'm a manager of this nature reserve. Is it difficult to work in the place like that? I wouldn't say difficult, no. That's so wild and that's so far away from the city towns. Well, it's just 1.5 hour from my town. Поэтому, если вы думаете, что если вы пойдете в какие-нибудь там горы или куда-то еще, и никто вам не поможет, это неправда. Можно даже не беспокоиться за свою жизнь, если ничего не случится. Good luck, bye-bye. Блин, ну вот так вот все получилось спонтанно. Шел ты, значит, посмотреть пещеру. Тут едет чувак просто мимо тебя и такой останавливается. И ты такой, наконец. В общем, я добрался до сюда. Круто, блин. Здесь столько людей с палатками, столько счастливых, улыбающихся пацанов в шлепках. Сейчас 10 часов утра. Я поговорил с чуваком, он сказал то, что для того, чтобы добраться до второй точки тропы, а я решил идти в 2 раза быстрее, чем обычно, 25 километров. Он говорит, что это примерно 10 часов ходьбы отсюда. Короче, блин, все круто, мы здесь. Ху-ху. Вы спросите, почему я один? Где те девчонки, с которыми я шел вчера по дороге? Все на самом деле получилось очень спонтанно. Они собирались чуть дольше, чем я собрался и говорю им, типа, йоу, я пошел посмотреть пещеру. Я когда увидел машину, я сразу же побежал из пещеры в сторону машины. Вот, она меня подобрала. Судьба сложилась иначе, так бывает. Овечки ходят прямо среди людей, не боятся. Причем это дикие овечки, что удивительно. Они тут спокойно пасутся, кайфуют и ходят по болотам, потому что везде здесь заболоченная местность. Прикиньте, а еще здесь есть натуральные термальные источники. Неужели она настолько теплая, что вот можно просто так взять и сесть туда, и тебе не будет холодно? Это же Исландия, это же страна льдов, страна холода и страна ветров. Почему здесь есть такие места? Хотя, с другой стороны, это можно понять, потому что здесь очень большое количество вулканов, которые постоянно извергаются. И если есть вулканы, значит, есть вулканическая активность. И это не что иное, как производная от всего этого.
Ребят, вы даже не представляете, насколько странно я сейчас себя чувствую. Я разделся, иду по этой дорожке. Сейчас буду заходить в воду. Смотрите, здесь плавают уточки просто. Я сейчас буду купаться с уточками. Всегда мечтал покупаться с уточками. Посмотрим. Так. Сейчас мы ее попробуем догнать. Нет, не получится. Она намного быстрее, чем я. А вон и мама. Лучше, конечно, с мамой не шутить, потому что она может поклевать. Чем ближе я подхожу вот к этим водопадикам, тем становится горячее. Это капец, это так странно. Cool! Do you like it? Yeah. Здесь, правда, воняет, знаете, сгнившими яйцами. В целом это очень прикольно, реально. Тут даже слишком горячо, я бы сказал. Самое сложное сейчас будет только одно. Вылезти из плюс 40 в 0, одеться и просто не замерзнуть. Раз, два, три. Ух, жесть. Нет, за что эта природа меня так карает? Вот им смешно, да, им смешно. Посмотрим, как они потом посмеются, когда сами будут вылезать. Да, скорее, скорее, скорее. Ой, как же холодно, ребят. Я сейчас адски прозрел просто. Ладно, все, развлечения закончены. Пора приступать к серьезному мужскому непростому труду. Впереди меня ждет 25 километров тропы до моей первой остановочки. Путь начинается отсюда, поэтому go! Здесь настолько красиво и так воняет тухлыми яйцами. Это просто капец. Очень тяжелый подъем в гору. Очень жарко, и у меня вся голова просто мокрая. Ну, наверное, вы заметили, что моя прическа просто ушла в никуда. Короче, я потерял бутылку с водой, она просто тупо отпала у меня. Я ее закрепил сбоку рюкзака, и она просто отвалилась. Я не заметил этот момент, и теперь у меня вообще нет воды. Я очень надеюсь, что где-то по дороге будет река, потому что очень хочется пить. Короче, прошло 2 часа, добрались до хижины. Тут прям все расположились, просто кто шел только за мной, кто шел после меня. Такое маленькое помещение, 2 на 2 квадратных метра. Очень-очень тепло. Люди сняли с себя всю одежду, сушат куртки, сушат ботинки. У меня все, короче, промокло насквозь. Было пару моментов, где нужно было переходить ледники, и снег просто заваливался в ботинки, поэтому все мокрое. Я положил их на батареи. Вот примерно так это выглядит. Но это не мои ботинки, правда. Здесь очень темно, поэтому вы их, наверное, не увидите. Улица какой-то адский дождь. Мы прошли только половину пути, и я, честно говоря, вообще нифига не знаю, стоит ли продолжать или не стоит. Здесь все в облаках, ничего не видно, херачит дождь. Я покушал консерву, немножечко наполнился энергией. В общем, кайфово, не знаю, я думаю, часик посижу и пойду дальше. Но дальше было, ну вот совсем не проще. Снова горы, снова дождь, снова слякоть. Эх, очень тяжело, ребят, очень. Осталось буквально несколько километров до тепла, уюта. Хотя кого я обманываю? До палатки, сырости и слякоти. Льет просто дикий дождь. Я стою под навесом. Короче, ситуация такая. Никто особо рад тут меня видеть не был. Я попросил поставить палатку, там все дела. Сказал, что у меня нет денег. Но мне сказали, что это невозможно. Но ко мне подошли люди, которые живут в хижинах. И сказали, типа, заходи к нам, можешь погреться. И там был такой вот мешок риса. Я его сварил. Сейчас как дурак просто сижу в душевой кабине. Не знаю, что делать. Очень холодно, весь мокрый. Думаю, что мне нет другого выбора. Придется все-таки ставить, вне зависимости от того, что мне особо здесь не рады.